Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 августа, понедельник. Хочу сегодня начать с выражения огромной благодарности вам, дорогие зрители, за то, что откликнулись на мою вчерашнюю просьбу поддержать этот канал своими комментариями. Кому понравились, лайками. Кому понравилось, ну там лень было подписаться. То есть вот прошедшие сутки показали действительно огромный скрытый, так сказать, потенциал поддержки этого канала, и за это я вам очень благодарен. Но еще раз прошу вас понять, что это не одноразовая акция, хотя очень полезная. Война информационная продолжается, как я вам вчера рассказывал. Мордор ее рассматривает как разновидность ядерной войны, от которой зависит сохранение государства и народа, как они считают. Но если они собираются так эскалировать эту войну, то, наверное, она им будет иметь такое же значение и для жертв и противников Мордора. Китай нагнетает усилия в этой области, беря пример своего вассала Кремля. В общем, конца этой войны не видно. Видимо, это, так сказать, замена ядерного, реального использования ядерного оружия. У противника, у нашего, много ресурсов. Про Мордор я даже не говорю, миллиарды денег нефтегазовых. У пятой колонны в Украине, этого Мордора пятой колонны, у них тоже огромные ресурсы появились, которые проистекают из разворованной гуманитарной помощи в промышленных масштабах, из разворованных миллиардов, более чем миллиардов, из военной помощи, которая поступает из-за рубежа. Но оно лежит там в основном где-то в офшорах, но тем не менее заначки достаточные есть для того, чтобы покупать себе ресурсы, говорящие головы и так далее. Ну вот, этому мы противостоим, и моя задача, как я и вижу, показать злу, силам зла, что есть нечто более важное, чем животный инстинкт. Под этим инстинктом я подразумеваю стремление набить желудок как можно плотнее животного, но и многих людей. Что скрывать-то? То же самое, ну, немножко так, в другом плане, то есть побольше денег, побольше материальных ресурсов, там всеми способами приобрести, все продается, все покупается. Но я хотел бы противоставить этой тенденции другую позицию, что есть вещи поважнее, чем материальный ресурс, чем деньги, богатство. И самые большие достижения в истории человечества добивались в том случае, когда люди следовали вот этим более высоким ценностям. Ну вот, поэтому прошу вас, если кому нравится очередное видео, поставьте лайк. Кто не подписался и нравится слушать этот канал, подпишитесь. Это будет большая поддержка. В том плане, это очень важно, что больше зрителей получат доступ к этому материалу. А как многие из вас пишут, где-то вот материалы, видео моего канала, они по контенту отличаются от многого другого, от многих других источников. Я получил за прошедшие сутки массу откликов из разных стран мира, из Европы, из Германии, из Италии, из Испании, Португалии, государств Балтии, Польши, ну, в общем, массу стран, Болгарии, которые, значит, говорили, что им нравится смотреть этот канал. Спасибо вам большое. Буду стараться доносить до вас качественный, адекватный информационный ресурс, аналитику. Ну и с этим приступлю. Закончу для начала прошедшую в Джеде конференцию в поддержку, если, ну, вряд ли в поддержку, по Украине, скажем так. Значит, что получилось? Вчера же не успела закончиться эта конференция, как из Москвы запустили ПИПСО, ну, мелкое такое, которое разламывается при первом же прикосновении. Значит, запустили
фейк о том, что Украина отказалась от своего требования, которое состояло в том, что прежде чем Украина вступит в переговоры с Российской Федерацией, Россия должна покинуть оккупированные территории. Да и вот пошли там размышления, как же так, кардинальное изменение позиции, значит, слабость со стороны Украины. Мне даже утром сегодня знакомые прислали из Киева просьбу прокомментировать и разобраться. Вот разобрался, посмотрел, комментирую. Вот этот фейк российский, он якобы основан на статье Wall Street Journal. Якобы Wall Street Journal это написала. Проверил эту статью. Нет, Wall Street Journal ничего подобного не писала. Вот что написала Wall Street Journal. Украина в ходе этой встречи не продавливала свой план из 10 пунктов, а все остальные участники этой конференции не критиковали этот план. Далее, Украина не продавливала свою идею сначала вывод российских войск, а потом начало переговоров. А другие страны не критиковали этот план и не призывали Украину отказаться. Короче говоря, формула переговоров была такая. Формула я называю кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Но это, видимо, правильно, особенно на этом этапе. Потому что задача состояла в том, чтобы собрать как можно больше форум в поддержку Украины. А для этого нужно нужно акцентировать внимание на том, на чем мы согласны, а не на том, где лежит яблоко раздора. Это прекрасная формула. Вот умеют же, если захотят. Вот этой же формулой нужно руководствоваться во взаимоотношении с союзниками, которые жизненно важны для Украины, для ее победы. Концентрировать внимание на то, что нас объединяет, на наших общих интересах, а не выдумывать повод для раздора. Вот, кстати, союзники, в частности в НАТО, именно таким образом себя ведут. Что получилось дальше? Общий итог. Саудовская Аравия и Китай, как мы с вами предполагали вчера, они выходят типа победителями или фаворитом из этой конференции. Саудовская Аравия благодарит Китай за согласие присутствовать. Китай алаверды отвечает, что мы ответили на ваше приглашение и из уважения приехали. Значит, что сказал Ли Хуэй, представитель Китая? У нас много разногласий. Мы слышали разные позиции, но главное, чтобы наши позиции были, найти общие позиции. Украинский план поддержало несколько стран. Ну, когда говорят несколько, значит, не так много, не десяток, не дюжина, иначе бы написали дюжину. Возникла идея проведения третьей встречи. Первая была в Копенгагене, вторая в Джиде, третья встреча, видимо, состоится, видимо, уже в сентябре месяце, и Китай высказался за это, что приободрило и вдохновило многих других участников конференции. То есть Китай не просто так зашел посмотреть от имени России, но решил и продолжать эту победу. Считается это большим дипломатическим выигрышем вообще для конференции в целом. Дальше будут Саудовская Аравия. Сформирует рабочие группы, которые рассмотрят глобальные вопросы, по которым есть консенсус. Это вопрос о неприменении ядерного оружия. Чрезвычайно важный вопрос. Мордор нужно лишить не только идеи и шальной мысли о возможности применить ядерное оружие, но даже угрожать ядерным оружием. То есть этот вопрос должен быть закрыт, и конференция может сыграть значительную роль в этом деле, прежде всего благодаря присутствию таких государств, как Китай тот же и Индия. Затем вопросы будут экологической безопасности, гуманитарной помощи, вопросы о пленных и похищенных детей. То есть это вот те вопросы, которые вроде бы вызвали наиболее массовую поддержку среди участников. Параллельно к этому, то есть эти группы будут сформированы, в Саудовской Аравии приступят к работе, это группа экспертов. Параллельно на уровне послов в Киеве будет вестись техническая работа по организации следующей конференции. Вполне возможно, она пройдет уже в сентябре в Индии. И затем идея состоит в том, чтобы к концу года провести
встречу уже на высшем уровне. Но тут подчеркивается, что эта идея пока висит в воздухе, она еще не выкристаллизовалась, так сказать. Вокруг нее возникает масса вопросов. Вот Китай заявил, что эта конференция, то есть он, да, сказал, в общем-то, положительно высказался, сказал, что будет принимать участие в дальнейшей работе конференции. Но представитель Китая также подчеркнул, что эта конференция не имеет никакой перспективы, если там не будет присутствовать Россия. Если мы говорим теперь о том, что, так сказать, квинтэссенцией этой конференции будет встреча высших представителей государства, то как туда впишется Путин, против которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом? Вот как-то так непонятно. Пока его нет, но если его не будет еще до той встречи, то я боюсь, что могут возникнуть проблемы со стороны, во всяком случае, Китая. Но это важный игрок, тем не менее. CNN охарактеризовала результаты конференции достаточно кратко, но емко. Украина заявляет, что мирные переговоры в Джиде были продуктивными, а Россия заявила, что переговоры эти обречены на провал. Китайские средства массовой информации осветили это, прокомментировали следующим образом. Китайский посланник присутствовал на встрече в Джиде, но Пекин мало говорит о том, как она прошла. То есть в целом была небольшая статья в одном из официозов, то ли Пекин Дейли, то ли Global Times, я уж точно сейчас не помню, но, в общем, небольшая сухая статья, в котором говорилось, что Китай имело смысл принять участие в конференции для того, чтобы прорекламировать свой план. И ничего больше. Они принесли, эти переговоры, некоторый прогресс, но прекращение войны без участия России маловероятно. Подчеркивается, что главное достижение этой конференции – это согласие практически всех участников по поводу двух важных принципов. Это принцип территориальной целостности и принцип соблюдения Устава Хартии ООН. Ну, собственно говоря, для второго этапа этого более чем достаточно, имея в виду, что эти принципы, если им следовать, однозначно подразумевают необходимость, чтобы Мордор убрался из Украины к границам 1991 года. Китайцы очень довольны, что в кулуарах этой конференции им удалось встретиться с Салливаном и Викторией Нуланд. И они очень рады, что американцы оценили важность прошедших встреч. Есть и пессимисты, то есть, с одной стороны, вот то, что я вам сейчас пока сказал, это, так сказать, оптимистические оценки со стороны некоторых китайских экспертов, но есть и пессимистические, которые состоят в следующем. Нет никакой существенной надежды на достижение реального мирного соглашения для обеих сторон. Россия не желает менять стратегию в отношении Украины и даже приостановила сделку, позволяющую Украине отгружать зерно, что является признаком затяжной войны. То есть китайцы, какой-то клан у них в экспортном сообществе, политический клан, считает, что конференция – это, конечно, хорошо, много хороших слов там, возможно, удастся провести какой-то хурал на высоком уровне, но, судя по всему, все будет решаться на полях сражений в Украине. При этом добавляют представители этой школы мысли, как говорится, подчеркивают, что Пекин очень осторожен сейчас в сообщениях по итогам встречи. И мы не слышим из китайских официальных СМИ каких-то комментариев по поводу того, что там делал Ли Хуэй, что он там говорил и что он обещал. Китай ведет себя осторожно, и это имеет смысл, пока войне не видно конца. Ну, в общем, подводя итоги, я могу сказать следующее. Конечно, проведение этой конференции не помешает, скажем так. Лучше, конечно, иметь позитивный результат от этой конференции. Это неплохо, когда 30 или 40, постоянно не путаются, из разных источников разные цифры участников
этой конференции, в которой входят, мы уже обсуждали, самое главное государство, самое главное – это государство БРИКС, так по большому счету, я имею в виду из глобального юга, а там Россия присутствует. То есть если у них появится особое мнение, особенно, видимо, она уже, так сказать, выявляется по поводу принципа неприкосновенности территории и суверенитета государства, то это уже как-то может послужить дальнейшей изоляцией России. Это будет иметь свое значение в качестве долгосрочного давления на Кремль. Но одного этого давления будет недостаточно. Нужно добиваться победы. Мы дальше будем с вами об этом говорить. Для этого есть предпосылки, и я верю, что они материализуются. Ну, это было, так сказать, дипломатический фронт. Я бы хотел также сегодня остановиться на политико-дипломатическом и на информационном фоне. Дело вот в чем. Недавно в Украине побывала представительница Организации Объединенных Наций, координатор по гуманитарным вопросам ООН Денис Браун, которая, в частности, посетила порты Украины, которые были в значительной степени разрушены в результате последних ракетно-бомбовых ударов Мордора. И она отметила, в частности, вот она осмотрела порт, вернее, не стоит даже не весь порт, а зернохранилище в Измаиле, и заявила, что испорченного зерна там хватило бы для того, чтобы ежедневно кормить 66 миллионов человек. И вот эту мысль, ее хорошо слышат представители глобального юга, которые вот недавно закончили конференцию в Джиде. То есть это Россия. Дальше она говорила о гуманитарных потребностях Украины в ближайшее время. А еще, точнее, приближающуюся, она не совсем не так уже близко, но тем не менее о ней надо думать, о зиме. В этой связи Организация Объединенных Наций заявила, что Украине на предстоящую зиму для гуманитарных потребностей необходимо 3,9 миллиарда долларов США. И вот эти деньги сейчас члены ООН собирают, этот пакет, для того, чтобы предоставить это Украине в связи с зимой. Отмечается, что около 17 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. И ООН собирается из этих 17 миллионов охватить от 11 до 12 миллионов человек. Видимо, это те, которые находятся на территории Украины. Остальные, я не знаю, вот тут получается где-то 5-6 миллионов, которые не будут охвачены, по крайней мере, до сих пор в планах ООН не стоит намерение их охватить своей помощью. Видимо, это будет сделано из других источников. Но много, от 11 до 12 миллионов. Это что касается гуманитарных вопросов. И тут возникает еще один вопрос, от которого, собственно говоря, результатом которого является вот эта ужасная гуманитарная ситуация в Украине. То есть это те преступления против человечества и другие военные преступления, которые творила и творит российская военщина на территории Украины. В России уже собрано достаточно материалов для того, чтобы ей предъявить, хотя работа продолжается, чтобы официально обвинить ее в совершении военных преступлений, гуманитарных преступлений, преступлений против человечества. Последнее из самых ужасных преступлений, которые может совершить государство на международной арене, не только государство, а вообще там группы государств, определенные этнические группы друг против друга, это преступление геноцид. То есть это массовое уничтожение какой-то категории человека, то есть по этническому, по племенному признаку и так далее. И вспоминается, что пару месяцев назад в Украину приезжал группа из Организации Объединенных Наций, которую возглавлял ведущий эксперт ООН по вопросу о геноциде. Это тот эксперт, который рассматривал
прошлом десятилетии изучал и довел до логического завершения вопрос о геноциде в Руанде, где одно племя, в общем-то, чуть ли не полностью истребило другое. Повторяет один из крупнейших экспертов, он нашел в мире по вопросу геноцида, он нашел признаки преступления против человечества, совершенное Россией в Украине. Он сказал, что есть возможность работать дальше по вопросу о геноциде, но пока готового, так сказать, материала, с которым уже можно работать, формулировать обвинения, пока недостаточно. Некоторые представители украинских властей резко высказались в этот адрес, в адрес ООН и против этого, в отношении этого эксперта, что совершенно напрасно, потому что ООН – это и есть этот глобальный юг. То есть нельзя последними словами ругать на одном форуме это глобальный юг, чтобы потом их окучивать в Джиде и в Копенгагене. Нужно просто работать. Не нашел он, нужно помочь ему найти. И вот, слава богу, есть такая организация, называется клуб Рауля, центр Рауля Вальденберга в Вашингтоне, и там есть новая линия, такой центр, которые подготовили уже 2 доклада по вопросу о геноциде, который планировала, организовывала и, наконец-то, совершила Российская Федерация в Украине. По этому поводу была большая статья в Foreign Policy, и там же была ссылка на доклад. То есть они опубликовали один доклад в 2022 году и вот буквально пару месяцев назад свежий доклад. Вот это как раз и есть та работа, те факты, тот материал, который так необходим был представителю Организации Объединенных Наций. Он его не нашел в Украине. Нужно ему на теперь, вот рекомендую представителям украинского посольства в Вашингтоне и МИДу Украины зайти в Foreign Policy, найти эту статью, которая называется так: «Россия пытается осуществить геноцид в Украине». И там же есть ссылка на этот доклад. Замечательный доклад. Работать над этим делом нужно немедленно, не покладая рук. Враг должен быть наказан за геноцид, то есть против него должно быть выдвинуто, против того же Путина, обвинение, а это одно из самых тяжких международных преступлений, о которых только может идти речь. Но я вам сейчас ознакомлю, что это за конвенции, о чем идет речь и на чем можно, так сказать, прищучить. Не прищучить, а справедливо и жестоко наказать Российскую Федерацию. Конвенция, называется Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Согласно этой конвенции, наказывается не только сторона, которая совершила геноцид или совершает геноцид, но наказанию подлежит даже та сторона, которая видит, что готовится геноцид, но не предпринимает мер по его предотвращению. И это не зависит от границ. То есть, если какая-то сторона видит, что Российская Федерация готовила или готовит геноцид в Украине, а страна это, допустим, Германия или Великобритания, Соединенные Штаты Америки, то они обязаны по этой конвенции предпринять меры, чтобы не допустить, не дать Мордору совершения преступления. И если они это не сделают, то они нарушат эту конвенцию. Ну вот. То есть это превентивное обстоятельство, которое выходит за пределы территориальных границ государств. И дальше в этой статье говорится, что вторжение России в Украину бросает явный вызов подписантам Конвенции о геноциде, в число которых, между прочим, входит и сама Россия, и требует от них действий по предотвращению этого геноцида. То есть они обязаны по этой конвенции. Вот мне много пишут, продолжают писать, хотя я столько раз уже объяснял. Будапештский меморандум, господа, забудьте о нем. Это все уже прошло. Это неудачная бумага, которая была подписана тогда, когда никто не думал, что когда-нибудь она понадобится. В конце концов, как здесь говорится, вот ты бизнесмен, ты подписал плохой контракт, это твоя проблема, ты его подписал.
То есть бессмысленно сейчас говорить, там опять вот мусолить Будапештский. Никто никому, к сожалению, ничем не обязан по Будапештскому меморандуму. А по конвенции о геноциде, оказывается, обязаны. Вот ведь какая штука, да? И это один из основополагающих документов международного права, я имею в виду эту конвенцию. Как говорится в статье, опасность геноцида в Украине была совершенно очевидна в прошлом году. А сегодня, то, что происходит сегодня, это должно рассматриваться не только как потенциальный, как готовящийся геноцид, но как продолжающийся геноцид, доказательства которого подробно изложены в нашем недавнем докладе, подготовленном Институтом «Новой линии» и Центром Рауля Валенберга, где делается вывод о том, что Российская Федерация активно проводит политику геноцида в Украине. Ну и тут говорится о том, что уже есть масса доказательств. Это Буча, Ирпень и так далее. Они хорошо задокументированы, они известны в международном масштабе уже. Но это юридический процесс. И теперь главное – взять эти факты, собрать имеющиеся уже, собрать новые и подготовить, написать юридическую аргументацию, которая бы связала факты, доказательства с конкретными статьями этой конвенции, то есть совершить юридическую работу. И спасибо господам из этого центра, Института Новой линии, Центра Валенберга, которые провели в значительной степени эту работу. В частности, они разбивают преступления России на две части по этой конвенции. Первое – это подстрекательство к геноциду. Подстрекательство главным образом было накануне и в самом начале агрессии. То есть вот здесь говорится о том, что в пропаганде российской, в заявлениях российских официальных лиц, когда они обосновывали с их точки зрения свою позицию, почему они должны совершить эту так называемую специальную военную операцию, уже подразумевалось подстрекательство геноцида. То есть вот эти их формулировки денацификация, десатанизация, они уже подразумевали, что нужно уничтожить эту этническую группу под названием украинцы. И это, согласно Конвенции о геноциде, это уже преступление. Вопли, причем это не только вот преступление, совершаемое конкретными там государственными лицами Российской Федерации, тем же Путиным, затем вот это боевой гном Кремля Медведев, который время от времени разражается чудовищными постами, где призывает убивать, там, уничтожать. Попы, которые говорят, что нужно выжигать украинцев, солнцепеков и так далее. Это все по конвенции является подстрекательством к геноциду, то есть это уже само по себе преступление. И здесь указывается, значит, что это не только отдельные представители, но это пропагандистские органы. Russia Today, Спутник. Тут прямо указывается Маруся Симонян, затем этот соловиный помет, затем те участники, многие участники этих передач, которые, значит, принимали в них участие, которые, значит, заявляли: мы убьем вас столько, вас, украинцев, сколько придется, мы убьем 1 миллион или 5 миллионов, мы можем истребить вас всех. Это уже подстрекательство, это уже преступление по этой конвенции. Телеграм-канал, который широко известен и так далее. Там масса есть аккаунтов, которые вот занимаются подстрекательством к совершению преступления, предусмотренного этой конвенцией. Широкое распространение языка вражды, подстрекательства через социальные сети с целью мобилизовать большое количество людей на участие и поддержку геноцидных акций. Это фактически то, что сейчас совершает российское государство в масштабах, значит, всей страны. Это распространение вот этого хейт-языка, человеконенавистнических идей для мобилизации жителей, граждан страны на совершение геноцидных акций
против Украины, против украинцев. Поэтому, значит, рассматривая, подводя итоги к подстрекательствам, то, что было накануне в самом начале агрессии, доклад указывает, признает наличие серьезного признака геноцида, проводимого на территории Украины, что влечет за собой юридическое обязательство, ну, вообще это преступление со стороны тех, кто это делал, но он уже влечет за собой юридическое обязательство по конвенции всех государств предпринять меры по предотвращению геноцида. Предотвратить они его не смогли, хотя американцы полгода предупреждали. До 24 января 2022 года. Пытались что-то сделать. Но сейчас уже предотвратить нельзя. Но можно предпринять меры для того, чтобы покончить с ним. Положить конец этому преступлению. Лучше позже, чем никогда. Дальше доклад указывает, что наша правовая аргументация выходит за рамки подстрекательства. И то, что Мордор натворил за прошедшие 17 месяцев, свидетельствует о фактическом уже совершении геноцида, то есть отдельных конкретных преступлений, предусмотренных статьей 3 Конвенции о геноциде. И предоставленных доказательства, последняя мысль, самое главное, заставляет нас сделать вывод о том, что Российская Федерация не только подстрекала к геноциду, но и совершила его. Это уже практически обвинительное заключение в адрес Российской Федерации. И это же необходимо и можно, и должно использовать в разговорах с другими государствами, которые могут помочь положить конец продолжающемуся геноциду в Украине. Речь идет о союзниках. Можно использовать эту же идею, эту же мысль в контактах, конференциях, в переговорах в странах глобального юга, которые очень остро понимают, что это такое. Потому что последний раз этот геноцид, если меня память не изменяет, он был признан, рассматривался вот как раз в Руанде, когда племя там Тутси и против Хуту, сейчас уже точно не помню, значит, название этих племен, в общем, одно практически уничтожило, там, по-моему, речь шла о нескольких десятках тысяч убитых представителей, значит, одного из племен. Несколько десятков, это много. То есть, опять-таки, если я не ошибаюсь, по памяти сейчас вспоминаю, что там речь шла около 40 тысяч. Много, да, но в Украине пострадало гораздо больше. То есть вот вам практически документ, который можно, не должно раскручивать дальше и использовать его не только для того, чтобы наказать Российскую Федерацию и построить хороший международный кейс для привлечения к суду виновных, начиная от Путина, включая Медведева, пропагандистов, Попов там и всех, кто нес вот эти человеконенавистнические идеи, и тех, кто их осуществлял на практике, но и для привлечения союзников и потенциальных союзников, более активной помощи Украине с тем, чтобы положить этому конец. А для этого нужно... Ребята из этого института и центра провели великолепную работу, никто их об этом не просил. Это энтузиасты своего дела. Это люди, которые общественный долг, свое понимание общественного долга подвигнуло их провести эту работу без денег, как я понимаю. Без денег. То есть где-то они нашли, наверное, на стороне, не ждали, пока на них рухнут какие-то гранты, никто их об этом не просил. Поэтому, думаю, это энтузиасты, с которыми очень хорошо работают. Нужно войти с ними в контакт и немедленно. Работа по этому направлению может быть более эффективным, чем продолжение конференции в Джиде. Хотя можно их скомбинировать и усилить те месседжи, которые прозвучали на конференции в Джиде, усилить положениями этой конвенции. В заключение сегодня хотел обратить внимание, хотел вернуться к вопросу о коррупции в высших эшелонах военных властей, но на этот раз Китая. Но на этом примере мы посмотрим, что это вообще означает.
потому что оно имеет универсальное значение, то, что вот недавно произошло в Китае. А произошло вот что. Си Цзиньпин уволил и заменил троих высших командиров ракетных войск китайских вооруженных сил. Ракетные войска – это вот стратегические, тактические ракеты наземного базирования. Это самый главный боевой кулак Китая. И система ПВО, противоракетной обороны от нападений извне. То есть это ключевой сегмент обороны Китая. И вдруг снимается командующий, снимается его помощник и предыдущий помощник. Без всякого объяснения. Вот так же примерно, как исчез предпоследний министр иностранных дел Китая Цинган. Начали думать, почему, откуда, как, и пришли к выводу, что, скорее всего, речь идет о коррупции. Хотя, откровенно вам скажу, я не удивлюсь, если все-таки, помните, я вам цитировал, когда мы говорили о причин исчезновения Цингана, я приводил вам мысли экспертов, некоторых, которые говорили, что это, возможно, связано с вопросом о шпионаже. То есть неужели во время работы в Вашингтоне его завербовали? И с тех пор, вот как мы обсуждали этот вопрос, в Китае произошло очень интересное событие. Буквально на прошлой неделе вступил в силу несколько поправок к закону о шпионаже. И они, судя по всему, настолько драконовские, что представители Китая неоднократно были вынуждены выступить с разъяснениями о том, что в стране нету шпиономании, просто мы будем более активно бороться с иностранными шпионами. Вот вопрос. То есть такой поправки в закон такого уровня, они возникают тогда, когда, в общем, серьезные события происходят, которые заставляют предпринимать эти шаги. Ладно, бог с ним, с Цинганом. Здесь все-таки эксперты считают, что речь идет о коррупции. Коррупция какого рода? Значит, что там было? Оказывается, в Китае есть коррупция в высших военных кругах, среди военных чиновников. Особенно тех, которые не в округах находятся, а не сидят в Китае, где они так на расстоянии протянутой руки с представителями военно-промышленного комплекса, там, с торгашами всевозможными. Значит, где у них проявляется эта коррупция? Это выдача незаконная автомобильных номеров, предназначенных для Министерства обороны. Страшная коррупция, да, по российским, допустим, или украинским масштабам. Но есть и нечто более серьезное. Значит, это аренда на льготных условиях богатенькими китайцами вертолетов в вооруженных силах Китая. Есть еще более важные аспекты. Это незаконная продажа некоторых китайских вооружений на экспорт. Вот это уже серьезно. То есть там не говорится о том, в каких это масштабах было, в какие страны они продавались. Но оказывается, такое бывает. Такое бывает даже в Китае. И никуда от этого не денешься. Здесь напоминает, что уж если снимают руководителей такого рода войск, как ракеты, то, значит, дело дошло чуть ли не до ручки, потому что ракеты, как указывается в китайских газетах, являются основным военным активом Китая. Это основная угроза для Тайваня, который Китай оказывает для оказания давления на остров. Они могут использоваться для отражения, если начнется, значит, операция по присоединению Тайваня, американцы что-то предпримут, то первое оружие, на которое Народно-освободительная армия Китая может положиться, это опять-таки ракеты. То есть это главное оружие на Азиатско-Тихоокеанском регионе. И вдруг на тебе. Что делать? Оказывается, коррупционные скандалы, они также распространены в китайских вооруженных силах, как и в остальных партийных структурах. Но важнейшая мысль, которую я хочу обратить внимание. Коррупция в вооруженных силах имеет и может иметь потенциально более разрушительные последствия для национальной безопасности, чем коррупция
в любых других сферах жизни страны. Это самая страшная коррупция, потому что она уничтожает вооруженные силы. Простая мысль. Плохо спроектированные мосты или школы в результате хищения средств. Ну, это нехорошо, но их можно так устранить. Не подвергая опасность страну. А вот если ракеты перестанут работать из-за хищения средств на техническое обслуживание, это может означать проигрыш в войне и таким образом поставить под угрозу выживание Китая, Коммунистической партии Китая. Точка здесь. Я бы хотел мог бы продолжить. Приобретение яиц по 17 может иметь те же самые последствия, но уже не для Китая, а для Украины. Вывод 1,7 или 8 миллиарда долларов в офшоры, которые предназначены для обороны страны, могут, не то что могут, а ставят под угрозу выживания страны. То есть как прямо вот написано, как говорится, умные люди учатся на чужих ошибках. Они создают самим такие же ошибки, чтобы потом набивать на них шишки, разбивать голову и учиться на собственных ошибках. Китайские вооруженные силы предоставляют множество возможностей для коррупции. Из-за плохого обслуживания несколько фантастика. Это вот следующий пассаж полезен для понимания возможного или вероятного состояния ракетных войск Российской Федерации в Китае. Из-за плохого обслуживания в некоторых подразделениях ракетных войск в ходе проверки выявили, что всего несколько ракет, тут не указано сколько процентов, но всего несколько ракет. То есть так подразумевается, что какое-то ничтожное количество было в рабочем состоянии в 2017 году, совсем недавно, да? И источник в китайском правительстве также рассказал о периодически возникающих проблемах с продажей боеприпасов за рубеж. Вот это тоже нам надо иметь в виду. И отслеживать, не появляются ли китайские боеприпасы на полях сражений в Украине, с тем, что и так проследить, если они появятся, то не является ли это результатом вот тех процессов, о которых рассказывается в этой статье. Трудно бороться с этим явлением, как сообщает эта статья, потому что китайские журналисты, которые занимаются расследованием коррупции в различных сферах государственной жизни, деятельности, их практически не допускают для освещения событий в Национально-освободительной армии Китая. Это для них табу, строгая охрана и так далее. Но, тем не менее, в статье указывается, что есть... То есть все-таки коррупция, она распространена в Китае, мелкая, средняя и так далее. Но вопрос, что же такого ужасного? То есть для того, чтобы уволить сразу 3 высших руководителей, это надо нечто экстраординарное совершить. Здесь предполагается, что совсем недавно, по указанию товарища Си, был создан фонд в Китае, который называется «Большой фонд». И идея состояла в том, чтобы совершить локализацию производства микрочипов в связи с тем, что американцы объявили эмбарго. Туда были вкачаны миллиарды долларов, а потом была проверка. То есть до 2025 года эта проблема должна была быть решена. И вот недавно провели проверку, оказалось, что до 2025 года она решена не будет, потому что никто так особо и не напрягался. Ну, как в России, как что греха таить, как в Украине. Деньги ушли, ничего не сделано. Ну и вот считается, что не исключено, что ракетные войска не справились, так деликатно говоря, с этой задачей. Ну и тут же в статье проводится, так сказать, параллель историческая, к чему это может привести. Так, во время Первой Японо-Китайской войны, которая состоялась в самом конце XIX века, 1894-95 год, Северный флот Китая потерпел жесточайшее поражение от японцев. Почему? Потому что в боеприпасах для пушек
кораблей этого флота, вместо пороха эти боеприпасы были наполнены песком. Вот вам историческая, господа, историческая параллель. Что происходит? Поэтому будем учиться на ошибках и недостатках других и делать так, чтобы этих недостатков, не дай бог, не было у нас. И с этим хочу закончить сегодняшний выпуск. Еще раз, господа, война идет, мы находимся в состоянии информационных баталий, поэтому, если кому понравилось это видео, прошу поставить лайк. Кто не подписался и кто считает интересным то, что я здесь делаю, подписаться. Спасибо вам большое. И в заключение, как обычно, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!